Несколько дней подряд серая кошка упорно рыла землю возле одного и того же старого дома, будто точно знала, что под слоем земли спрятано что-то важное. Сначала местные рабочие не обращали на нее внимания. Они думали, что животное просто ищет мышей или какое-нибудь укрытие. Но однажды кошка начала вести себя настолько странно, что люди решили присмотреться. И когда они наконец увидели, что именно она пытается раскопать, по их спинам пробежал холод. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы сейчас находитесь. Нам очень интересно узнать, из какого вы города. А теперь приятного просмотра. На окраине небольшого поселка стоял старый заброшенный дом. Когда-то здесь жил лесник, но много лет назад здание опустело. Деревянные стены потемнели от дождей, окна были покрыты пылью, а вокруг дома разрослись кусты и высокая трава. Местные жители давно старались обходить это место стороной. Но однажды возле заброшенного дома появилась серая кошка. Она была худой, грязной и явно долго жила на улице. На одном ухе виднелась небольшая царапина, а шерсть местами свалялась. Несмотря на это, кошка каждый день возвращалась к старому дому. Она подходила к его крыльцу, долго принюхивалась, а затем начинала скрести землю перед одной из деревянных стен. Сначала рабочие, занимавшиеся расчисткой территории, просто отгоняли ее. Но кошка возвращалась снова. Она могла исчезнуть на несколько часов, а потом опять появлялась на том же месте и начинала копать. Иногда она прекращала работу, садилась возле ямы и внимательно смотрела на землю, словно чего-то ждала. Однажды вечером один из рабочих заметил, что кошка начала громко мяукать и царапать доски крыльца. Мужчина решил проверить, что ее так беспокоит. Он подошел ближе и заметил небольшую щель между досками. Из нее тянуло холодным сырым воздухом. Рабочий позвал остальных. Когда они подняли несколько старых досок, под ними обнаружилось небольшое пространство, похожее на заброшенный подвал. Кошка тут же спрыгнула вниз. Люди посветили фонарями и увидели старые деревянные ящики, покрытые пылью. Но кошка не обращала на них внимания. Она быстро пробежала к дальнему углу и начала скрести лапами землю. Рабочие осторожно расчистили это место. Под слоем земли показался старый металлический контейнер. Он был покрыт ржавчиной и почти полностью врос в грунт. Когда крышку удалось открыть, внутри обнаружились старые фотографии, письма, несколько записных книжек и пожелтевшие документы. Однако самое страшное находилось рядом. Под прогнившими досками были обнаружены человеческие останки. Рабочие немедленно вызвали полицию. Когда специалисты приехали на место, стало ясно, что останки пролежали здесь очень долго. Документы помогли установить личность погибшего. Это был бывший смотритель лесного участка по имени Николай Воронцов, который бесследно исчез много лет назад. Его семья долгие годы считала, что мужчина погиб в лесу, но найденные записи рассказали совсем другую историю. В дневнике Николай писал, что незадолго до исчезновения обнаружил в старом доме тайник. Он подозревал, что предыдущий хозяин использовал здание для незаконного хранения ценностей и документов. Николай собирался сообщить обо всем властям. Но последняя запись в его дневнике обрывалась неожиданно. После этого мужчина исчез. Следователи предположили, что он стал жертвой преступления, но оставался один вопрос. Почему именно серая кошка привела людей к этому месту? На следующий день специалисты снова приехали к дому. Кошка все это время находилась неподалеку. Она сидела на старом крыльце и внимательно наблюдала за людьми. Когда один из сотрудников спустился в подвал, животное неожиданно подошло к нему и тихо мяукнуло. После этого кошка направилась к дальней стене. Там находилась еще одна небольшая ниша, которую никто сначала не заметил. Специалисты проверили ее и обнаружили еще несколько старых вещей. Среди них была фотография Николая Воронцова. На снимке мужчина стоял возле этого самого дома и держал на руках маленького серого котенка. Рабочие не могли поверить своим глазам. На обороте фотографии была короткая надпись. Нашел ее возле лесной дороги, назвал Дымкой. Теперь она живет со мной. Все посмотрели на серую кошку. Она действительно была очень похожа на животное с фотографии. Конечно, невозможно было точно доказать, что это та самая кошка. Прошло слишком много времени, но местный ветеринар заметил на ее ухе старый шрам, который мог соответствовать отметине на фотографии. Получалось, что кошка могла каким-то образом помнить место, где когда-то жил человек, который ее спас.
Возможно, она годами возвращалась сюда. Возможно, она чувствовала запахи, сохранившиеся в земле. А может быть, животное просто случайно нашло тайник. Но одно оставалось бесспорным. Именно благодаря этой серой кошке люди обнаружили место, которое долгие годы хранило страшную тайну. Когда специалисты закончили работу, кошка все еще сидела возле старого дома. Она смотрела на людей, словно ждала чего-то. Один из сотрудников присел рядом и протянул ей руку. Кошка осторожно подошла и позволила себя погладить. А потом неожиданно свернулась клубком прямо на старом крыльце. Местные жители решили, что оставлять ее снова на улице нельзя. Серую кошку забрали в приют, где ей дали новое имя — Дымка. Через некоторое время для нее нашелся новый дом. И каждый раз, когда Дымка слышала звук открывающейся двери, она поднимала голову и внимательно смотрела на человека, будто все еще кого-то ждала. Никто уже никогда не узнает, что именно заставило ее привести людей к старому подвалу. Но благодаря маленькой серой кошке тайна исчезнувшего человека наконец перестала быть тайной. Иногда самые неожиданные подсказки приходят туда, где их меньше всего ждешь. Дорогие зрители, как вы думаете, могла ли эта кошка действительно помнить своего хозяина спустя столько лет? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч!